Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и сегодня у нас на обзоре цифровой мультиметр от компании Aneng. Первый раз у нас на обзоре, кстати, этот производитель, и модель мультиметра называется 620А. Это смарт-мультиметр вот с таким большим ЖК-дисплеем. То есть тоже интересное решение, конечно, что все данные выводятся на большой дисплей, переключение осуществляется всего лишь одной кнопки, и вообще он многие операции позволяет измерять автоматом, то есть он сам определяет тип элемента или тип работы, тип измерения и выводит на дисплей соответствующее значение. Но сейчас мы посмотрим, как это все работает, насколько он быстро реагирует на изменения, как работает прозвонка, и посмотрим ток потребления, конечно, у такого большого дисплея, тем более с подсветкой. Здесь есть еще недостаток, что подсветка включается сразу с фонарем светодиодным, и посмотрим потребление и в этом режиме. Ну, начинаем с комплектации тогда, и дальше уже к измерениям перейдем. Так, поставляется прибор вот в такой белой картонной коробке. Он идет с защитным чехлом сразу, но есть возможность заказать его и без чехла. То есть есть комплектация без чехла защитного. И по цветам тоже он есть черный на настоящий момент и красный. Так, в коробке, соответственно, у нас идет инструкция пользователя и комплект аксессуаров. Это щупы измерительные и термопара, термодатчик тип К для измерения температуры. По данным сразу тогда тут достаточно большая инструкция. Ну, здесь мы будем останавливаться по максимальным пределам измерения и по погрешности. Я вам так вот сейчас бегло продемонстрирую. То есть измеряет он, естественно, переменное постоянное напряжение, ток переменный постоянный до 10 ампер. Естественно, измеряет сопротивление, прозвонку, диоды, емкость, температуру, частоту, и он определяет фазу. Соответственно, есть у него также бесконтактный индикатор напряжения. Ну, это мы тоже посмотрим. Вот про индикатор напряжения. Здесь разделчик. Ну, начинаем тогда по корпусу еще сейчас пройдемся. Так, по корпусу и аксессуарам, значит, щупы измерительные рассчитаны на токи до 10 ампер, категория безопасности 3 до 1000 вольт. Соответственно, сам прибор идет вот в таком пластиковом корпусе. Изготавливается чехол, естественно, съемный. Сзади у нас находится светодиод и крышка аккумуляторов. Питается он от двух батарей 3А, что отлично, то есть от мизинчиковых батарей. Снизу у нас стандартные разъемы бананы для подключения измерительных щупов, что тоже хорошо, то есть не встроены в корпус, как у некоторых мультиметров, а именно подключаемые, и вы, соответственно, можете эти щупы заменить на какие-то более качественные. Так, справа у нас кнопка NCV, это бесконтактное измерение температуры, либо ручное переключение режимов измерений. Сверху у нас Hold, это удержание показаний или заморозка показаний, и включение подсветки и фонаря. Вот, как я сказал, это недостаток. То есть одной кнопкой включается сразу и подсветка дисплея, и включается фонарь. Как бы зачем это сделано, непонятно. Пожалели кнопочку одну. Ну и включение питания, соответственно, сверху. Слева у нас ничего нет. Ну, то есть по корпусу вот такое решение. Ну, необычно он выглядит. По весу сейчас я тоже вам скажу. Так, вес с чехлом, батареей и элементами питания, соответственно, составляет 192 грамма. Если чехлом вы пользоваться не будете, то 145 грамм он весит.
Так, смотрите, потоком потребления сначала вот возьмем мультиметр VC97, обычный ЖК, да, и посмотрим в различных режимах, сколько он потребляет. Ну, то есть в среднем он потребляет где-то 2 миллиампера. То есть я вот режимы переключаю. То есть сейчас вот режим измерения частоты, например, 1,75 он потребляет. Ну, то есть в среднем именно 2 миллиампера. Сейчас посмотрим, сколько потребляет этот мультиметр 620 с таким большим ЖК-дисплеем. Так, смотрите, подключили мы питание. Смотрим, уже мультиметр включен, потребляет около 2 миллиампер всего. Так, давайте теперь включим подсветку. 23 миллиампера он потребляет с включенной подсветкой и, соответственно, с фонарем. Что, в принципе, тоже не так уж и много. Так, теперь по поводу режимов работы. Давайте я попереключаюсь. То есть это режим авто у нас стоит. Сейчас режим измерения сопротивления. Режим диодов проверки. Это измерение емкости конденсаторов. Так, это режим обнаружения фазы. Это режим температуры измерения в фаренгейтах и в градусах. Ну и это возврат в режим автомата. Ну то есть вполне, я думал, гораздо больше будет потреблять вполне, по этому параметру мультиметр хорош. Но теперь переходим к измерению. Так, давайте сразу начнем с режима прозвонки. Щупы используются родные, режим автомат. Прозвонка работает с большой задержкой. Так, ну тут у нас есть небольшая хитрость. Если мы выключим режим автомат, а включим именно на прозвонку, то тогда прозвонка будет работать отлично. Поэтому с этим проблем нет. То есть, если вы решите именно этот режим использовать, то лучше включайте его вручную. Так, измеряем постоянное напряжение. Заметьте, в автоматическом режиме у нас, когда все параллельно соединено, он показывает внутреннее сопротивление мультиметра. Так, смотрим. Давайте подаем тогда выходное напряжение сначала 4 вольта ровно. 4 вольта. Здесь также на нашем эталонном фактически, да, тысячные доли только отличия. Давайте подавать тогда, ну, допустим, 2. Также без проблем. Так, давайте теперь подадим 0,2, например. 0,2 вольта. Вот здесь он уже не определяет, то есть 199 милливольт показывает наш эталонный мультиметр, а здесь показывает сопротивление почему-то. 1,172. Так, давайте повысим тогда. Полвольта. Также до сих пор показывает почему-то в килоомах сопротивление. Так, а вот начиная с 1 вольта он показывает, давайте 0,8. Да, 0,8.
0,4. Да, он вообще задумался, что это такое. Причем нет режима измерения напряжения. То есть вручную он не включается. Вот, то есть он с полувольта начинает только измерять. Что странно. То есть я вот на 0,4 ставлю, и он не измеряет ничего. Так, ну-ка давайте я этот эталонный отключу. Посмотрим, что будет. Нет, все равно он показывает. То есть только вот 0,5, полвольта он может показывать, 0,4 вольта он уже почему-то не измеряет. Так, а в книжке у нас... Да, все правильно. Минимальное значение напряжения по постоянного напряжения 0,5 вольта. Все верно. То есть в документации это указано. Ниже полувольта он измерять не способен. Так, продолжаем. Теперь переменное напряжение. Смотрите, я вот сейчас в режим авто переключаюсь. С генератора пока ничего не подаю. Заметьте, писк идет с мультиметра, хотя этот, естественно, таких проблем не доставляет. Давайте включаю я тогда генератор низкочастотный. Сейчас мы подаем 1,416 вольта, переменное напряжение, сигнал синусоидальный, 50 Гц у него частота этого синуса. Смотрите, дальше давайте будем увеличивать тогда сначала амплитуду, например, до, ну скажем, пусть будет 5, я вот не помню, здесь ставится 5 вольт или нет. Да, ставится. То есть смотрим 534, 548, то есть значения слегка отличаются в переменном напряжении. Это еще на 50 герцах даже, просто синусоидальный сигнал. Производитель Aneng заявляет, что до 1000 Гц должно Trio RMS работать. Но давайте на пятерке тогда поменяем частоту, скажем, на 100 Гц. Вот 100 Гц у нас показывает. 3,534 тысячных, здесь 547. То есть разбег в Trio RMS по сравнению с эталонным есть. Давайте поставим теперь 300 Герц. Так, я не то нажал, да, 200 Герц поставил. Так, 300. Так, здесь также завышает чуть он, да, выше показывает, чем эталон при 300 герцах. Теперь давайте поставим 500. 500. 3,544. Здесь 3,529. Также завышение есть. Ну, давайте поставим теперь 800. 3,541. Так, ну и давайте теперь 1 килогерц поставим. Посмотрим, что на 1 килогерце. Ну, то есть здесь напряжение падает, здесь у нас остается оно стабильным. Так, давайте будем измерять тогда
емкость конденсатора. Вот такой вот у нас конденсатор на 2200 микрофарад электролит. Смотрим, что происходит в автоматическом режиме. Да, подсоединяем тогда клеммы к нему. И он у нас начинает измерять сопротивление. То есть он не может распознать, что это конденсатор. Соответственно, нужно все-таки переключаться в ручном режиме. Хорошо, что есть ручной режим измерения конденсаторов, в отличие от напряжения. Соответственно, давайте смотрим, насколько быстро он измерит и сможет ли он вообще измерить такую емкость. Ну, 2,179. 2,180 чуть повышается. Ну, то есть достаточно точно. Все нормально. 2200 микрофарад он измеряет. Давайте пройдем режим проверки светодиодов. В автомате он также пытается измерять сопротивление, соответственно, также нужно в ручном режиме переключиться на диоды. Смотрим. Так. Красный светодиод он зажигает. Падение 1,77. Так, далее синий. Также без проблем. 2,63. И белый. Также без проблем. 2,58. 50, ну да, 58. То есть со светодиодами проблем не имеем. Так, давайте проверим сопротивление. Вот такой вот у нас магазин сопротивлений есть. Соответственно, смотрите, сначала на эталонном я вам покажу тогда. Мультиметре 100 Ом я поставил, да, фактически погрешности нет, да, видите, меньше 1 Ома погрешность на нашем магазине. Так, это 200, 300. Теперь здесь 1 килоом, например, также 1000, ну даже ровно. Теперь подключаем нашего испытуемого, смотрим, что он покажет. Так, 1000 Ом. Почему-то показывает он перегруз. И заметьте, начинает пищать, когда выключено, да? 100 Ом ставим. 100 Ом показывает нормально. 200. 200 также нормально. 300. 400. 500. На 2 Ома меньше. 600. То есть он автоматом предел не переключает, хотя по сопротивлению он должен до 60 мегаом измерять сопротивление, но 700 Ом он уже не показывает. Почему-то непонятно почему. Вот сейчас он сам переключился на килоомы. Теперь на 3 Ома ошибается, да? Так, 800 ставим. 900. Ну и давайте 1 килоом.
На 2 Ома ошибка. 2, 3. Тут вот на 19 Ом он ошибается. Ну, в общем, в целом нормально, но почему он автоматом предел измерения тогда не переключил в первый раз? Не совсем понятно. С сопротивлением тогда закончим на этом. Так, теперь постоянный ток смотрим. Подаем с источника питания. Соответственно, 100 миллиампер сейчас. Смотрим тогда эталон и Aneng 620А. Давайте я тогда буду по 1/10 ампера увеличивать тогда. Так, смотрим. 200 миллиампер. Ну, на 2 миллиампера. Ошибается. Ничего страшного. В пределах погрешности. Так. 400 миллиампер. Смотрим. Тоже все отлично. Так, давайте 800 миллиампер ставим. Тоже все хорошо. Далее 1 ампер ровно. Вот при 1 ампере мультиметр начинает показывать опасный ток. Соответственно, подсветка его становится красным. Ну, на 1 миллиампер ошибка, да, выдается. В принципе, нормально. Что, давайте продемонстрируем еще режим бесконтактного обнаружения напряжения. Вот у нас провод под напряжением. Нужно нажать на кнопку NCV. Долгим нажатием включается режим NCV. То есть вот он включен. Подводим. Звуковой сигнал говорит нам о том, что провод под напряжением. Ну и давайте еще покажу обнаружение напряжения контактным методом, то есть Live. Вот берем мы один из проводников или из измерительных щупов и подключаем. Да, здесь защита стоит. Давайте к этой розеточке тогда подключимся. То есть вот мультиметр нам сообщает, что под напряжением данный контакт. В другой, соответственно, провод, другую часть розетки подключаем. Проблем нет. Здесь же есть напряжение. Ну что, давайте подведем итоги тогда по мультиметру Aneng 620A. Решение интересное, удобно использовать, да, такой большой дисплей. Задумка, в общем, хорошая, но реализация, конечно, немного хромает. Во-первых, из недостатков, да, совмещение кнопки подсветки и фонаря нам, естественно, не нравится. То есть, если вы хотите включить подсветку дисплея, то обязательно горит фонарь. Зачем это нужно? Причем потребляет при этом он достаточно много, как бы могли какое-то решение придумать отдельно. Либо на эту кнопку повесить несколько нажатий, да, включение фонаря, включение подсветки дисплея, либо сделать вообще отдельные кнопки. Следующее, не работает у нас измерение напряжения ниже полувольта. В принципе, это может быть полезно, и, соответственно, почему такое ограничение сделано, тоже не совсем понятно.
Далее нет ручного включения режима измерения именно напряжения. Соответственно, не всегда он работает корректно, мультиметр в этом режиме. И, соответственно, многие режимы также автоматически не распознаются. Например, измерение емкости конденсатора приходится переключать, проверка диодов и так далее. Ну, то есть автомат все-таки не полный, да. Лучше бы вообще, я бы предпочел полностью ручное тогда управление, включая напряжение, сопротивление, отдельно бы была бы прозвонка тогда, и все бы было отлично, потому что при сопротивлении ниже 50 Ом, но он начинает пищать. Соответственно, вот даже с генератора, подавая низкочастотный сигнал, ты пока его не подаешь с каким-то вольтажом, мультиметр постоянно пищит. Ну, то есть это невозможно в таком режиме работать. Соответственно, из минусов, которые мы обнаружили, пожалуй, все. Сейчас, в принципе, вот с измерением, да, одна микросхемка, которая отвечает за все, за весь процесс измерения, соответственно, уже довели до ума, то есть с какими-то погрешностями особо проблем нет. Но вот с самой реализацией именно механически, да, есть нюансы. Ну, то есть по погрешностям у нас придирок особо никаких нет. Ну и по плюсам данного мультиметра, это, естественно, ЖК-дисплей вот такой большой и удобный. Сами габариты, естественно, тоже и вес небольшой, и сам он выглядит необычно. Питание, опять же, от двух мизинчиковых батарей, что хорошо. То есть в любом, села она у вас, или аккумулятор вы зарядили, купили где-то в любом магазине эти батарейки, заменили без проблем. Ну и также плюсом является, что стоят обычные бананы на измерительных щупах, соответственно, можно всегда эти щупы стандартные поменять на какие вам захочется. По-моему, в первых версиях этого мультиметра тут были какие-то микро разъемы, соответственно, провода были только родные, использовались. Но переменный ток мы не стали проверять, температуру мы также проверять не стали, но я думаю, смысла в этом нет, все, он будет нормально показывать. Ну, а на какие-то большие токи переменные, я не думаю, что вы будете такое устройство использовать, поэтому тоже не актуально. Ну, в общем, особо надеялись мы, что будет очень удобный приборчик, но вот эти нюансы, конечно, они раздражают именно с работой автоматической, поэтому, ну, поставили бы мы, наверное, 4 с минусом данному мультиметру. Есть, ну, то есть, если это поправится в будущем, то сама идея нам очень нравится. Ну, на этом тогда, пожалуй, закончим с этим мультиметром. У кого вопросы есть, задавайте в комментариях. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.